Представьте, вы возвращаетесь домой с работы. Подходите к двери, достаете ключи. Это настолько привычно, что вы даже не думаете об этом. Так вот, 9000 лет назад некоторые люди понятия не имели, что такое дверь. Они заходили в дом сверху, через дыру в потолке, над огнем, в дыму. У некоторых народов были не менее странные дома, которые вас удивят. Но обо всем по порядку. Сегодня я покажу вам 4 таких дома. А в комментариях давайте откроем обсуждение. Кто какой дом выбрал бы, если бы вдруг пришлось выбирать только из этих вариантов? Начнем с дома, который вообще исчезает с поверхности земли. Берберская деревня Матмата, юг Туниса, пустынное плато неподалеку от края Сахары. Если ехать по этой местности, не зная, куда смотреть, можно проехать насквозь и не увидеть ни одного дома. Их снаружи просто нет. То есть, но вы видите землю, небольшие холмики грунта и иногда узкий проем с деревянной дверью, похожий на вход в нору. Это и есть вход в дом. Такая архитектура, традиционная для этого региона. Точную дату конкретных жилищ установить сложно, но известно, что подобный принцип, глубокий двор-колодец с комнатами по периметру, использовался в Северной Африке еще в античные времена. Берберские племена адаптировали его под здешний климат, и он работал. Строился такой дом следующим образом. Сначала в мягком местном известняке выкапывали вертикальный круглый двор глубиной в несколько метров, иногда больше. Это становилось хаушем, внутренним двором, открытым прямо в небо. Из его стен в разные стороны прорубали комнаты: столовая, спальня, амбар для зерна и оливок, загон для скота. У более состоятельных семей несколько таких дворов, соединенных подземными ходами, достаточно широкими, что по ним мог пройти верблюд. Спальные места часто вырублены прямо в стенах, небольшие прямоугольные ниши. Интерьер при этом совсем не аскетичный. Стены и своды комнат белили, украшали геометрическим орнаментом. Снаружи – нора. Внутри – жилой дом со своим характером. Летом здесь 40 градусов и выше. Ночью может опускаться до 5-10. Суточный перепад в 30 и больше градусов. Норма для этого климата. Внутри, в толще грунта, температура намного ровнее. Летом прохладнее, зимой мягче, чем снаружи. Земля поглощает солнечное тепло медленно и отдает его также медленно. И когда спускаешься с 40-градусного пекла вниз, разница ощущается сразу. Воздух становится плотным, прохладным, чуть пахнет сырым камнем. Снаружи пустая земля. Ты буквально стоишь на крыше чужого дома, не подозревая об этом. В 1967 году в регионе случились сильнейшие ливни, которые шли 22 дня подряд и затопили часть домов. Правительство Туниса предложило переселиться в наземные постройки. Многие жители отказались. Говорят, что некоторые из них переехали, прожили там несколько лет и вернулись, потому что летом наверху невозможно. В 1976 году Джордж Лукас снял здесь первые «Звездные войны». Дом-колодец стал домом Люка Скайуокера, а планета получила имя в честь ближайшего тунисского города Татауина. Сейчас часть жилищ превращена в гостиницы. Часть семей живет в них постоянно, потому что это работает. Дом-яма – это ответ на конкретные условия, и ответ до неприличия элегантный. Мягкий известняк, который копается простыми ручными инструментами. Климат, с которым проще уйти под землю, чем воевать толстыми стенами и ставнями. Меня немного смущает только одно. Спускаешься к себе домой, и над головой у тебя открытое небо в круглом колодце, а вокруг несколько метров земли. Уютно и жутковато одновременно. Вернемся к тому, с чего все началось. К дому, в который входят через потолок. Центральная Анатолия, нынешняя Турция. Примерно 7400 лет до нашей эры. На равнине между двумя холмами стоит поселение, где живет от 3 до 10 тысяч человек. Цифры расходятся по Толлене, потому что раскопано пока меньше 5% всей территории. Она называется Чатал-Хюк. И первое, что видишь сверху, нет ни одной улицы. Вообще.
Дома прижаты вплотную, стена к стене, без просветов, без переулков, без сантиметра пространства между ними. Город размером в 20 гектаров, десятки футбольных полей, представлял собой один сплошной монолит из глиняных кирпичей. По оценкам археологов, здесь жило до 8 тысяч человек одновременно. По меркам неолита это мегаполис. Чтобы попасть домой, жители шли по крышам. Крыши и были улицами. В каждом доме в потолке промени дыра. Именно через нее входили, выходили, пускали свет и выводили дым. Внутри у отверстия стояла деревянная лестница. В 2022 году при раскопках нашли один такой фрагмент промени. Возраст около 8500 лет. Можжевельник. Рядом с очагом. Очаг располагался прямо под дырой. Дым уходил туда же, куда и спускались люди. Современный анализ костных останков нашел на ребрах жителей Чаталхюка слой сажи, накопившийся в легких за годы такой жизни. Никаких окон, никаких дверей в стенах. При этом стены соседних домов грели друг друга. В анатолийскую зиму это имело прямой практический смысл. Архитектор Иен Ходер, который руководил современными раскопками поселения, описывал это так. Дома стояли так плотно, что тепло одного не давало остыть соседнему. Что-то вроде коллективного утепления. Так вот зачем нет улиц? Плотная застройка и вход только через крышу делали поселение похожим на монолит снаружи. Глухая стена высотой в человеческий рост из сырцового кирпича. Никакой двери, которую можно выбить или прожечь. Хочешь попасть внутрь? Лезь на крышу, а там тебя уже ждут. Такая планировка могла давать дополнительную защиту. Во всяком случае, лучше, чем любая одиночная стена. Каждый дом при этом был отдельным миром. Внутри расписанные охрой стены с изображениями быков и охотников, геометрические узоры. Бычьи черепа, вделанные в ниши прямо в стене, иногда с настоящими рогами. Одна из стен некоторых домов была целиком посвящена ритуальным изображениям. Грифы над человеческими фигурами, сцены охоты, символы, которые исследователи расшифровывают до сих пор. Под платформами, где спали, хоронили родственников. Иногда, судя по всему, уже после сложных погребальных действий с костями. Некоторые черепа покрывали алебастром, моделируя лицо. Умершие оставались в доме, буквально под кроватью. Это звучит странно только с точки зрения современного человека. А для жителей Чаталхюка мертвые оставались частью семьи, частью дома, частью того пространства, где ты живешь. Поселение существовало около 1500 лет. Зенемона, а потом опустело. Почему Зенемона, точно неизвестно. Возможно, климат изменился. Возможно, болезни Зенемона. При такой плотности населения они могли быть серьезной проблемой. Они оставили расписанные стены, скелеты под полами, кинжалы из обсидиана и настенный рисунок, который многие исследователи интерпретируют как одно из древнейших известных изображений карты. Зенемона — вид на поселение сверху и извержение вулкана за ним. Кто-то смотрел на свой город будто с высоты и нарисовал то, что видел в голове 9000 лет назад. Еще среди находок Зенемона — обсидиановые зеркала, тщательно отполированные пластины вулканического стекла, в которые можно смотреться. Обсидиан в Чаталхюк везли издалека, и это говорит о том, что поселение было частью торговых сетей Зенемона, не изолированной общиной, а узлом на карте тогдашнего мира. Мне вот трудно уложить в голове одну вещь. Мы говорим «дом», и по умолчанию представляем стены, окна, порог, дверь, а тут дома есть, людей тысячи, а порога нет вообще. Граница между внутри и снаружи у них проходила не по стене, а по крыше. Это не недостроенный дом. Это другой ответ на вопрос, где заканчиваешься ты и начинается все остальное. Первые два дома отказались от привычного ради выгоды, от поверхности, от двери. Следующий откажется от дерева, но не по выбору, а потому что его там физически нет. И честно, когда я впервые увидела фотографии этого места, первая мысль была дурацкая. Почему у них мебель, как в бетонном бункере?
А через секунду до меня дошло, в чем дело. И стало даже немного не по себе от того, насколько это разумно. Шотландия, Оркнейские острова, залив Скейл. Примерно 3100 лет до нашей эры. Старше пирамиды Хеопса и примерно ровесник раннего Стоунхенджа. Оркнейские острова лежат севернее Шотландии, ближе к Норвегии, чем к Лондону. Климат там не суровый зимой в привычном смысле. Не очень холодно, но постоянный ветер с Атлантики, дожди, низкое небо. На западном побережье острова Мейнленд стоит небольшая деревня. Сегодня здесь видно 9 сохранившихся каменных построек. Деревня называется Скара-Брей. Она была закопана под слоем земли около 5000 лет, пока зимний шторм 1850 года не сорвал с холма верхний пласт и не обнажил каменные стены. Затем были другие штормы. В 1926 году серьезные раскопки провел археолог Гордон Чайлд. То, что он увидел, не имеет аналогов в Европе для той эпохи. Внутри домов все стояло на своих местах. Кровати, шкафы, полки для посуды. И все это из местного камня, потому что дерева здесь не было. Крупного строительного леса на Оркнейских островах было мало. Зато прибой делал с берегом вот что. Брал местный слюдянистый песчаник и обрабатывал его так, что тот расщеплялся на удобные плоские пласты. Из них и складывали стены и встроенную мебель. Крыши, скорее всего, делали из органических материалов – дерна, плавника, возможно, китовых костей. Они не сохранились. Каждый дом Кимстрейт около 40 квадратных метров. Одна большая квадратная комната, в центре очаг. По бокам от него Кимстрейт каменные прямоугольные платформы, набитые внутри вереском или папоротником. Это кровати. Правая почти всегда шире, левая поменьше. Исследователи предполагают, что правая была местом мужчины, потому что на ней нашли больше инструментов и украшений из зубов животных. Но это интерпретация, а не факт. Напротив входа Кимстрейт вертикальная каменная полка с отсеками. Буфет, только вырубленный из цельного пласта. В нишах по бокам стоят каменные ящики, дно которых законопачено глиной. Есть версия, что в них могли держать воду или хранить морепродукты. Кимстрейт запас еды под рукой. Дома соединены между собой низкими крытыми переходами, настолько низкими, что взрослый человек мог пройти только пригнувшись. Зимой можно было ходить между соседями, не выходя под ветер. Снаружи стены специально присыпали мусором, объедками, золой, костями животных. Это работало как изоляция. Мусорные кучи держали тепло лучше, чем просто земля, и заодно давали конструкции дополнительную устойчивость. Выходит, деревня была буквально закопана в собственные отходы, и именно это ее спасло. Под слоем мусора, а потом песка, она пролежала нетронутой 5000 лет. Поселение просуществовало примерно 600 лет. Затем жители ушли. Точная причина неизвестна. Среди возможных называют ухудшение климата, занос песком, изменение условий жизни. Они не оставили скелета внутри домов, просто ушли, и деревня медленно засыпалась песком и землей. При раскопках нашли не только мебель. В домах были бусы из зубов животных и китового уса, костяные булавки, загадочные резные каменные шары правильной сферической формы. Для чего они, до сих пор неизвестно. Когда деревню нашли почти через 5000 лет, первая реакция была не научная, а бытовая. Люди посмотрели на каменные кровати и полки и узнали в них дом. Ни памятник, ни руины. Дом. Знаете, что удивляет в этих кроватях сильнее всего? Деревянную мебель делают те, кто может однажды собраться и уйти. Взял, погрузил, поехал. А каменную кровать так просто с собой не заберешь. Эти люди высекали свой быт из скалы, как будто заранее решили: мы отсюда никуда. 5000 лет спустя их кровати все еще стоят на своих местах.
А сами они все-таки ушли. И последний дом, самый труднодоступный из всех, Колорадо, США, юго-западный угол штата, плато Меса-Верде. По-испански это зеленый стол. Если смотреть на место издали, видишь зеленое плато и каньоны с отвесными стенами. Пока не присмотришься, потому что прямо в нишах этих отвесных стен стоят дома, многоэтажные, из песчаника, с башнями. Сейчас это национальный парк, сюда водят экскурсии. Но когда видишь эти дома впервые, трудно поверить, что ты смотришь на реальное место, а не на декорацию. Если вам нравятся такие истории, где привычные вещи вдруг оказываются устроены совсем иначе, чем мы думали, подписывайтесь. Здесь таких будет еще много. Здесь жили предки нынешних народов Пуэбло. Долгое время они обитали на вершине плато, выращивали кукурузу, строили обычные дома. А затем спустились и начали строить прямо в нишах каньонов. Ниши образуются в таких скалах естественным путем. Разные породы выветриваются с разной скоростью, и в мягком слое постепенно появляется углубление с твердым козырьком сверху. Люди нашли эти ниши и поняли, что они дают одновременно несколько вещей. Нависающий козырек сверху – готовая крыша. Дождь, снег, прямое летнее солнце – все это внутрь не попадает, и строить нужно только стены и перегородки. Ниши ориентированы на юг и юго-запад. В таких альковах зимой могло быть заметно теплее, а летом они защищали от прямого солнца. В нижней части каньона зимой мягче, и там же есть источники воды. Подъем по деревянным лестницам занимал время и требовал сил. Но убери лестницу, и доступ становится намного труднее. Снизу просто не подняться. Самое крупное из поселений – скальный дворец, Клифф Пэлас, 150 жилых комнат, 23 кивы, круглые подземные помещения для ритуалов, несколько башен, дворики для собраний. Кивы были примерно такими. Выкопанная в полу круглая яма, перекрытая сверху деревянным настилом. Вход через отверстие в потолке, почти как Чаталхюке тысячелетиями раньше. Только там это был весь дом, а здесь отдельная комната для обрядов. Стены домов складывали из блоков твердого песчаника, скрепляя их глиняным раствором и штукатуря поверх. Когда смотришь на фотографии, первое ощущение, что кто-то сложил целый квартал прямо в стене ущелья. Второе, что это невозможно, что тут должна быть ошибка масштаба. Но нет. Это жилые дома, в которых горели очаги, хранилось зерно, росли дети. Единого архитектурного плана при этом не было. Каждое поселение уникально по форме, потому что ниши в скалах не бывают одинаковыми. Строители работали с тем, что им давала порода. Особенно труднодоступным было поселение под названием «Дом с балконом». Добраться до него – это лестницы, узкие туннели, скальные ступени. Жители поднимались туда каждый день, а на дно каньона спускались прямо по скале, по выдолбленным в породе небольшим углублениям для ног. Путь ежедневный, привычный, не подвиг, просто часть распорядка дня. А затем они ушли. Засуха, растянувшаяся на десятилетия, зафиксирована в кольцах деревьев того периода. Почва истощилась. Соседние племена давили. Скорее всего, правы все объяснения сразу. Скальный дворец простоял пустым столетия, никем не тронутым, потому что добраться без лестницы нельзя. Пока однажды два ковбоя не увидели его с вершины плато. Что-то похожее на заброшенный город с башнями. Один из них описал это словами, которые ему передал местный индеец из племени Юте. Глубоко в этом каньоне много домов древних людей. Один из них, высоко в скале, больше всех остальных. Юты туда никогда не ходят. Это священное место. Они не прятались в скале, они в нее въехали. Расчет был холодный и точный. Скала дает готовую крышу, более мягкий климат и защиту, каких не даст никакая построенная стена. Я вот думаю, что страшнее всего было бы каждый день лазить с детьми по такой лестнице над пропастью. А для них это была дорога домой, обычная. 4 дома, 4 разных мира. И знаете, что не отпускает меня после всех 4? Мы привыкли думать, что развитие жилья – это дорога от пещеры вверх, к небоскребу, все дальше от природы. А эти люди шли ровно наоборот,
внутрь нее, в скалу, под землю, в сплошной монолит из крыш. И не от беспомощности, а потому что именно там и было тепло, безопасно и надежно. Наш дом с дверью и окнами тоже ответ на условия. Мы к нему так привыкли, что перестали замечать, это был чей-то выбор. А тот самый скальный дворец до сих пор стоит в своей нише, пустой, с холодными очагами, до которого без лестницы не добраться. Он ждет жильцов, которые уже много веков как не вернутся.